Для меня Александра Трусова – лучшая. Она каждый день идет вперед. Интервью автора книги о 16-летней фигуристке. Елена Зотова написала об истории успеха молодой фигуристки и уже готовит произведение о легкоатлетке Дарье Клишиной. Александра Трусова – однозначно главная звезда этой фигурной осени, по крайней мере пока. Она выиграла этап Кубка России в Москве, сделала несколько новых прыжков, включая четверной Ридбергер и каскад тройной аксель плюс тройной тулуп. Фигуристка еще весной была в тени своих напарниц по группе Этери Тутберидзе, но сейчас выглядит явным выгодоприобретателем трансферной кампании школы Евгения Плющенко. А на прошлой неделе стало известно, что одна из лучших фигуристок России Александра Трусова удостоилась книги о себе. Трусовы мне показались идеалом семьи. Прежде всего, как вообще возникла идея книги и что вас связывает с Александрой Трусовой? Изначально у вас, насколько знаю, иной профиль. Я уже несколько лет болею за фигурное катание. И именно благодаря Саше Трусовой увлеклась этим видом спорта. Случайно увидела ее выступление, ее прыжки в 4 оборота. Это показалось чем-то невероятным, даже на непосвященный взгляд. Стала искать информацию в интернете, смотреть другие выступления и поняла, что Александра – настоящий феномен, она творит историю спорта. Переводит женское фигурное катание на новый уровень. Меня поразил именно характер совсем юной девочки. Девочка, которая не боится пробовать что-то новое, идет вперед, добивается, казалось бы, нереального. А потом за ней идут следом. Она – первопроходит, и это дорогого стоит. Идея книги родилась год назад, после того, как Александра сделала 4 квада на Japan Open. Вот так, именно квады вас настроили сесть за книгу? Я понимала, что происходящее на льду – это реальная фантастика и выше человеческих сил. Захотелось рассказать про эту феноменальную девочку, которая живет в нашей стране. Не в США, не в Японии. И которой мы должны гордиться. Маленькая девочка приехала с родителями из города Рязани, перевернула мировое фигурное катание с ног на голову. Моя задача была рассказать про Сашу людям, далеким от фигурного катания. Заинтересовать этим видом спорта, тем, что сейчас в нем происходит. Я поговорила с издательством, им идея очень понравилась. Мы разыскали родителей Александры Трусовой, обсудили все условия и начали работу над книгой. Договоры, продумывание концепций, языка книги и прочее. Опережая ваши вопросы, подготовительный период пришелся на конец зимы, начало весны. Мы много общались с семьей Трусовых за время сбора материала к книге, за время написания. У нас хорошие, рабочие отношения. И мне очень приятно с ними работать. Они все, и Саша, и ее родители, и тетя Саши Юлия, просто замечательные. Очень дружная, искренняя, добрая. Мне кажется, именно в таких любящих семьях должны расти все дети. Я бы даже сказала, Трусовы мне показались идеалом семьи. Как вообще писалась книга, насколько долго? Книга – вообще долгий процесс. У нас он занял от идеи до выхода год. На самом деле, на написание текста, техническую работу, уходит не так много времени. Месяц-полтора. В 2 раза больше занимает подводная часть айсберга. Это определиться с целевой аудиторией, продумать концепцию, язык, структуру текста, манеру подачи. Собрать материал. Я, помимо общения с родителями Саши и самой Александрой, встречалась с тренерами, хореографом, художником по костюмам. Общалась с родителями других детей, занимающихся фигурным катанием. Задача была написать книгу простым и легким языком. Сделать интересно и детям, и взрослым. Написать так, чтобы ее легко было адаптировать к переводу и изданию в США, Японии, Китае и Корее. То есть вы метите за границу? Да, по сути, эта книга рассчитана не столько на российского читателя, сколько на издание за рубежом. Структура текста, сюжет, эмоциональность подбирались так, чтобы книга могла быть легко адаптирована под вкусы иностранных читателей. В странах, где любят фигурное катание, знают и любят Александру Трусову.
Через год состоятся Олимпийские игры в Пекине, и к фигурному катанию, и главным действующим лицам этого вида спорта интерес будет повышаться во всем мире. Сейчас идут переговоры с крупнейшим издательством Японии, и уже к следующему сезону книга появится на полках токийских магазинов. Также интерес проявили издательства Китая, Кореи и США. Когда все это было собрано в одну большую папку на рабочем столе и в моей голове, сам текст писался быстро. Ну и конечно подготовка книги к изданию занимает около 2-3 месяцев. Текст проходит литературную редактуру, несколько раз проходит корректоров, идет верстка, готовится макет, отправляется в типографию. Долгий, но необходимый процесс. Были в этом процессе какие-то тяжелые моменты? Наверное, связанные с отменой чемпионата мира из-за мировой проблемы. На тот момент уже была готова концепция, включающая это событие. И я знала, что Александра будет пытаться делать невозможное, прыгать 5 квадов. Все отменилось, было очень больно за Сашу. Вникнув в то, насколько тяжелая и сложная была подготовка, сколько сил у Александры ушло на нее, я переживала, наверное, как никто из болельщиков. Почему бы нам не продвигать наш спорт за рубеж, улучшая имидж России? Не рано ли в 16 лет про человека уже биографию составлять? Я таких примеров знаю немного. Книга – такой же источник информации, как журнальная статья, как интервью в газете. Просто в статье или интервью сложно рассказать многое. Как вы понимаете, размер текста ограничен. У книги объем больше, в этом случае 240 страниц. И можно дать ту информацию, которая остается за рамками интервью, статей или постов в соцсетях. Мир меняется. Раньше считалось, что книги пишут лишь о тех, кто закончил спортивную карьеру, или о тех, кто уже давно не с нами. Возможно, это пошло со времен СССР, когда выпускались сотни биографий политических деятелей, ученых и других заслуженных деятелей, ушедших на покой. В качестве награды за многолетний труд. Эти награды, как правило, были интересны лишь самому герою, его близкому кругу соратников и родных. Остальная часть тиража так и оставалась пылиться на полках магазинов. Сейчас книги перестали быть наградой, а стали способом подачи информации. И первый вопрос, ответ на который хочет получить издательство, звучит не как заслужил ли этот человек книгу, а как будет ли эта книга интересна широкому кругу читателей, купит ли тираж. Звучит справедливо и рыночно. В других странах уже много лет книги воспринимаются как мощное средство продвижения, донесения информации о действующих лицах спорта, шоу-бизнеса, искусства и культуры. Есть такая южнокорейская поп-группа BTS. Они сначала стали кумирами в своей стране, а сейчас завоевывают мир. В том числе большое внимание уделяя печатной продукции. Такой как книги, официальные биографии членов группы, фанбуки. Кажется, по BTS только в России вышло более 12 книг. И они раскупаются сумасшедшими тиражами, делая эту группу еще популярнее, а заодно подогревая интерес молодежи к культуре Кореи, к изучению корейского языка, к стране в целом. Доход от книг, думаю, уже сопоставим с доходами от продажи музыки. Почему мы не можем воспользоваться этим опытом? И с помощью книг продвигать в другие страны российский спорт, культуру, улучшать имидж России в глазах иностранных читателей. Фигурное катание – это тот вид спорта, который сейчас набирает сумасшедшую популярность в мире. В том числе и благодаря российским фигуристкам. Когда есть интерес сотен тысяч людей, он будет удовлетворяться. Будут выпускаться интервью, статьи, книги. И это естественный процесс. Александра Трусова и здесь оказалась первой. В этом сезоне выйдут книги еще про 3 фигуристок. Выйдут в разных издательствах, написанные разными авторами. Фамилии героинь озвучивать не буду, все узнаете сами. Чуть позже. Успехи Трусовой на 90% зависят от нее самой. Для вас это лучшая российская фигуристка на данный момент. Даже лучше Загитовой, Медведевой. Если говорить не о нынешних результатах, а достижениях в целом. Я не буду сравнивать девочек, каждая из них индивидуальность. Каждая безумно талантлива,
иначе бы не смогла пробиться в этом конкурентном виде спорта. У каждой своя армия фанатов. Но именно я болею за Александру. Для меня она лучшая, потому что все время идет вперед, отодвигая горизонты человеческих возможностей. Не ломается при неудачах, не зацикливается на мелочах. Просто работает и каждый день делает чуть больше, чем вчера. И дело не в баллах, местах на пьедестале или рейтингах. Дело в характере. Мне было очень интересно узнать, откуда берутся такие девочки, с таким упорством и работоспособностью. Что это? Наследственность, воспитание в детстве, семья, тренеры? Собственно, этот интерес и подтолкнул к написанию книги, выяснить все самой и поделиться с читателями. Переход к Плющенко. Благо для Саши, на ваш взгляд. Она станет олимпийской чемпионкой 2022? Мне сложно обсуждать эту тему. Будущее покажет. Могу сказать одно. За время сбора информации я убедилась лишь в том, что успехи Саши на 90% зависят от нее самой. От ее характера и работоспособности. От ее желания рисковать и идти вперед. Не могу не спросить, вас после новости о публикации успели изучить, найти комментарии об админресурсе Тутберидзе, а Загитовой, мол, двух слов связать не может. Это же не просто эмоциональность в интернет-обсуждениях, так понимаю. У меня на Facebook почти 5000 друзей и 2500 подписчиков не только из России, но и из других стран, и мы обсуждаем все интересные и насущные темы. Совершенно разные, от политики до спорта. Обмениваемся мнениями, спорим, иногда слишком эмоционально. Но каждый из участников дискуссии имеет право на свою точку зрения. И эта точка зрения не обязательно должна нравиться всем. Вы даже как-то упомянули в такой дискуссии идею написания книги о помешательстве людей на почве фигурного катания. Может, набросаете примерный сюжет? Надеюсь, вы с хейтом еще не встретились. Женское одиночное катание сейчас – огромное поле битвы. И это хорошо. Когда все тихо, гладко, скучно, тогда нет интереса. Именно борьба и эмоции привлекают к этому виду спорта все новых и новых болельщиков. Популярность фигурного катания растет, соответственно, приходят спонсоры, рекламодатели, которые могут финансово поддерживать спортсменов. С другой стороны, такие битвы между противоборствующими лагерями могут задевать самих фигуристов, тренеров. Это уже обратная сторона медали, побочный эффект, который всегда сопутствует у популярности. Просто надо не тратить свои нервы и читать то, что пишут на эмоциях болельщики в интернете.